Всем привет, дорогие друзья! С приходом дождливой поры к автомобилистам приходят все новые и разные проблемы. Все бы ничего, пацаны, вроде бы это не проблема, но если нам нужно повернуть, к примеру, налево, ночью это уже конкретная проблема. Конечно же, дорогие друзья, тряпками все это тереть и вытирать, конечно же, неохота. Поэтому сегодня в этом видео мы постараемся по максимальному разобраться, почему же все-таки запотевают стекла в наших автомобилях. И самое главное, запотевать стекла могут как и у старых автомобилей, так и у новых. Зачастую потеют стекла в автомобилях, когда на улице повышенная влажность. В такую сырую и холодную погоду стекла в автомобиле могут потеть по той причине, что на улице у нас одна и холодная температура. Ну а в салоне, конечно же, намного теплее температура, нежели на улице. Поэтому происходит запотевание стекол. Холодный и влажный воздух попадает вместе с нами в автомобиль. Здесь же он образуется в конденсат и очень сильно запотевают стекла. Во время очень частых дождей наш тканевый салон успешно напитывает влагу, воду и конденсат. Как все это происходит? Чтобы человеку попасть в машину, ему некоторое время нужно пробежаться под дождем, то есть намокнуть. Таким образом, мы с вами садимся в автомобиль. Наша с вами одежда, как правило, уже мокрая и контактирует с обивкой салона, с диванами салона, со спинкой салона. И таким образом, во время частых дождей мы своей одеждой успешно в автомобиль приносим некоторую часть воды. После того, как наш салон успешно напитал воду, мы собираемся ехать и, конечно же, включаем печку. А это теплый воздух. И этот теплый воздух, который поступает с дефлекторов в салон, нагревает наши мокрые сиденья, нашу мокрую одежду, и получается так, что наши стекла начинают запотевать. Еще одной причиной запотевших стекол может быть салонный фильтр. По той причине, что через некоторое время эксплуатации он может в себя напитывать влагу, воду или какой-то конденсат. Обязательно проверяйте этот нюанс, он не должен быть мокрым. Со всем этим, если ваш салонный фильтр очень сильно загрязнен, он не будет просто в салон пропускать достаточное количество свежего воздуха. Именно по этой причине у вас также могут запотевать стекла в автомобиле. Еще одной причиной запотевания стекол является подтекающий радиатор отопителя салона. И из-за этого на поверхности ваших стекол будет осаживаться конденсат. Ну а в салоне будет отчетно вонять антифризом или тосолом. Помимо всего этого, стекла в вашем автомобиле могут запотевать по той причине, что у вас в салон где-нибудь под ковриком может находиться вода. То есть таким образом, что вода попадает к вам в салон, и половичок он у вас будет мокрый. Довольно частая проблема, когда пускает вот такая вот резинка, и вода потихоньку начинает просачиваться в салон. Таким образом, потом у нас печка начинает греть теплый воздух, гонять теплый воздух по салону, а в салоне находится какая-то часть воды, которая попадает в момент эксплуатации автомобиля. Со всем этим не забывайте про нашу с вами обувь, которая накапливает некоторую часть воды, и при посадке в наш салон некоторая часть этой воды осаживается просто на наш коврик. После того, как вы приезжаете домой, не забывайте делать вот такую вот процедуру. Открываем дверь или выходим из автомобиля, сворачиваем коврик, на котором присутствует некоторая часть лужицы или воды. Просто достаем его и вытрушиваем вот эту вот воду, накопившуюся, на улицу. А в салон кладем уже более-менее чистый коврик, ну, по крайней мере, без луж. Частой причиной запотевания стекол может быть тот факт, что некоторые автомобилисты вместо резиновых ковриков используют тканевые коврики. Тканевый коврик напитывает в себя влагу, воду и остается в автомобиле, как мокрая тряпочка. Потом, когда вы включаете обдув ног, например, или просто печку, этот коврик начинает что ли подсыхать, вонять, ну и, конечно же, испарять всю накопившуюся влагу и воду. А испарять он все это начинает в самую верхнюю точку, поэтому у нас потеют стекла. Обязательным образом в такую погоду или зимнюю погоду нужно использовать только резиновые коврики. Потеть стекла могут по той причине, что вы некоторое время
использовали тканевый коврик. Тканевый коврик напитал в себя достаточное количество влаги и воды. И все это передал уже на саму оббивку нашего салона. Она напитала влаги и воды точно так же. Поэтому после того, как вы даже положили резиновый коврик, эта оббивка остается мокрой. Поэтому в салоне может быть неприятный запах, влажный воздух в салоне может быть. Поможет только сушка вот этого вот половичка. Конденсат в салоне может быть еще по одной причине. Когда идет дождь, вся вода спускается вот в эту точку и успешно попадает вот под этот вот уплотнитель. После чего вода успешно оказывается внутри двери. После того, как вода оказалась внутри двери, где-то в нижнем уровне, в бой вступают дренажные отверстия, которые находятся вот примерно вот здесь. И если ваши дренажные отверстия забиты какой-то грязью, листвой, пылью, вся вода будет накапливаться в двери, от этого будет мокнуть и оббивка салона, и часть воды будет попадать к вам в салон. Поэтому проверяйте в нижней части двери вот эти вот дренажные отверстия. Но я вас, друзья, удивлю, дренажные отверстия есть не только в дверях. Еще немало дренажных отверстий у нас находится под капотом. Вот здесь вот, немного левее, у этого автомобиля дренажное отверстие, куда уходит на низ вода. Практически у каждого автомобиля есть дренажное отверстие и посерединке, вот оно, куда уходят шланги. Точно так же оно спускает воду из зоны воздушного фильтра. Если дренажное отверстие, то, которое я вам показал, будет забито, вся вода будет идти через фильтр к вам в салон. Что я имею в виду? Забито дренажное отверстие. Вот смотрите. Не должно быть вот такого вот мусора. Со всем этим стекла в ваших автомобилях могут запотевать по той причине, что у вас включена рециркуляция воздуха в салоне. Когда мы с вами, дорогие друзья, нажимаем вот эту вот кнопку, воздух в нашем салоне начинает циркулироваться лишь с салона воздух. С улицы воздух мы больше не берем. Когда у вас в салоне сырость и у вас включена вот эта вот кнопка, стекла начинают моментально, мгновенно потеть. Поэтому выключайте эту кнопку и хватайте воздух с улицы. Это нужно для того, чтобы в салон поступал свежий воздух. Вообще эта кнопка предназначена для того, чтобы с улицы не попадал, например, впереди идущий КАМАЗ, который дымит и воняет соляркой. Тогда мы с вами нажимаем вот эту вот кнопку, и у нас в салоне вот этой вот вони просто нету. Но некоторые люди не знают, нажимают вот эту вот кнопку и циркулируют свой воздух только в салоне. Мы в салоне дышим, мы в салоне сидим влажные после дождя, и весь этот воздух просто гоняется по кругу, и успешно начинается запотевание стекол. Поэтому выключайте, включайте воздух с улицы. Ну и я надеюсь, вам понравился такой небольшой видеоролик. Если вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока.